Привет, друзья! Добро пожаловать в новый влог из Питера. Сегодня мы с вами снова гуляем, и сегодня место для нашей с вами прогулки – это Елагин остров, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова. Начну я не с истории, не с каких-то фактов исторических, а с белок. Да, белки здесь повсюду, здесь все про них, все для них. Они совершенно бесстрашно подходят ко всем окружающим, просят еду, закапывают орешки, раскапывают их, подбегают ко всем прохожим, доставляя массу удовольствия. Если вы увидели толпу людей с фотоаппаратами и с орешками, то, скорее всего, они увидели белку. Не бойся. Белок сегодня будет еще очень много, но вернемся к самому острову. Елагин остров, по сути, это несколько островов, разделенных каналами и прудами. Площадь острова почти что 100 гектаров, а если оббегать по кругу, то получается примерно 5 километров. Раньше мы делали это часто. И вдруг она бешеная. Петром I в 1709 году остров был пожалован в частное владение одному вице-канцлеру, потом его перекупали другие состоятельные люди, и последним его хозяином был Елагин, который купил его за 9000 рублей на тот момент. А сейчас мы с вами видим Елагин дворец. Он был возведен в 1786 году. А это очень старинный дуб петровских времен. В 1817 году этот остров был выкуплен императорским двором. Конечно, не только дворец будет приковывать ваш взгляд. На острове также очень много служебных корпусов, летних павильонов, пристаней. Все они выполнены в стиле классицизма архитектором Бетанкуром. Сейчас мы с вами обошли кухонный корпус, и слева от нас оранжерейный корпус. Сейчас там, по-моему, находится музей стекла. Очень классно приходить на Елагин остров в конце мая. Там проводится фестиваль тюльпанов, все усеяно тюльпанами. А это конюшенный корпус. Сейчас там летнее кафе. А это какая-то очень знаменитая яблоня, которая безумно красиво цветет весной. Ну и невозможно совершенно пройти мимо вот этих маленьких павильончиков, которые не имеют ничего общего с историей, но зато там продают очень вкусные пышки. Гренками. Мы тут ходили на этот. И снова белки. Снова белки. Опять белки. И еще немного белки. Кстати, раньше думала, что здесь совершенно нечего делать с детьми, но здесь помимо белок можно еще покататься на маленьких пони, а также есть мини-зоопарк с самыми разными животными. И детям будет очень интересно на них посмотреть. Зоопарк, кстати, был белый парк. Для детей постарше есть веревочный парк. А для детей помладше есть две очень неплохие детские площадки.
Традиционно в парке очень много бегунов, и мы были такими же бегунами, которые нарезали пару кружочков до завтрака. Нам с Евой так понравилось, что мы еще раз приехали с ней в более жаркий день. Нет, давай, знаешь, вот так сделаем. Не надо. Это вид на Крестовский остров, где яхт-клуб и очень дорогая недвижимость. Здесь играют в пляжный волейбол, проводят тренировки. Здесь недалеко гребной канал и тренировки по гребле. Все на спорте. Но мое любимое место на острове — это западная стрелка с его замечательными львами. Симметрично стоят и обрамляют эту стрелку. И также отсюда открывается вид на ЗСД, западный скоростной диаметр, и Лахт-центр. А это наш стадион «Зенит». А этот кадр вы уже могли видеть. Это Дацан, тот самый буддийский храм, который я показывала в прошлом видео. А сейчас мы с вами вот так неожиданно переместились в магазин Императорского фарфорового завода. Я очень люблю фарфор Императорского фарфорового завода. Особенно люблю вот эту клетчатую расцветку. Она называется кобальтовая клетка. Хотя гораздо более популярная раскраска это кобальтовая сетка, которую вы сейчас видите. Самый первый сервиз с этой сеткой где-то даже хранится в Эрмитаже. А мы купили большое блюдо. Мы коллекционируем этот фарфор, причем именно вот этой клетчатой расцветки. Его не так просто найти, потому что завод ограничил уже использование этого рисунка. Он его производит, как я понимаю, только на заказ, только для отеля Астории. И, например, еще в ресторане «Кузня» в Новой Голландии вы встретите именно такую клетку. А найти ее в магазинах очень непросто. Мы собираем нашу коллекцию по разным антикварным магазинам, по разным барахолкам. У нас есть несколько предметов: чашки, чайники, миски, тарелочки. Собираем отовсюду помаленьку. Если вы где-то увидите в Питере, пишите. Сейчас, конечно, шок-контент. Повар из меня так себе, но это блюдо сразу же вдохновило меня испечь какой-нибудь пирог. Я решила, что это будет цветаевский яблочный пирог. Я не уверена, что я стану фудблогером. Все-таки это не совсем мое. Но сегодня у меня вот такое вдохновение, и я решила пригласить вас к себе на чаепитие. Получилось очень неплохо, всем моим домочадцам понравилось.
Ева уплетала за обе щеки, хотя сладкое я даю ей крайне редко. Смотрите, как аккуратненько она пьет свою водичку из маленькой кофейной чашечки. Я буду потихоньку с вами прощаться. До встречи в новых видео. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Буду благодарна за ваши комментарии. И до встречи в новых видео. Мой простуженный северный город.